Меня зовут Маргарита, мне 26 лет. Событие из детства, которое оставило, наверное, максимальный эмоциональный всплеск, и вот сейчас сразу приходит на ум, это когда мне впервые подарили собаку. Это была моя прям большая-большая мечта. Я читала разные книжки про породы, про содержание собак, уговаривала родителей, что давайте заведем, пожалуйста, собаку. Родители говорили, что это огромная ответственность, и неужели ты будешь сама с ней гулять? И вообще, что тебе известно про собак? А я рассказывала, что вот, я изучила все породы, я все знаю, я буду гулять, все здорово, классно. Вот. И на день рождения, мне кажется, мне было лет 10, мне подарили кокер-спаниеля, и вот это до сих пор прям такое детское классное воспоминание. Ну, естественно, я потом с собакой сама гуляла и сама с ней занималась. В этом возрасте у меня был некий подростковый бунт, не в крайнем своем проявлении, но вот какая-то история, то есть пирсинг, какие-то прически, то есть это все было. А если сейчас вот посмотреть назад и как-то говорить о советах, которые я могла бы себе дать в этом возрасте, главный совет – это, наверное, успокоиться. Успокоиться, поймать какой-то дзен, потому что понятно, что подростков 15-16 лет абсолютно обычные события, они кажутся вот прямо из ряда вон выходящими, потому что жизненный опыт еще не тот, а гормоны бушуют, личность еще в таком, так скажем, разгаре становления, и вот просто поспокойнее относиться и вот больше спокойствия, больше дзена. И еще было бы, может быть, важно задать себе вопрос иногда, будет ли это для меня важно через 5 лет. То есть в 15 лет то, что кажется крахом мира и просто невероятной какой-то страшной историей, вот будет ли это важно через 5 лет. Семья – это люди, которые тебя, безусловно, принимают. И, жаль, если это не так у кого-то, у меня это, по счастью, так, то есть это действительно отдушина, это вот круг близких людей, которые всегда за тебя, которые являются опорой, поддержкой и вот это прямо такой райский уголок на земле, наверное, где ты всегда нужен, где тебя принимают таким, какой ты есть, и где ты чувствуешь себя хорошо. У меня абсолютно, на самом деле, потрясающая семья. Я очень довольна и очень благодарна за то, что родители и другие близкие родственники мне дали, то есть тот фундамент, который заложили. Огромная благодарность. Поэтому семья, да, пожалуй, это вот очень-очень важная часть жизни каждого человека, где в идеале он, вот как в тихой гавани, может получить ресурс и дальше уже этим ресурсом делиться с кем-то другим. Любовь — это не про обладание, это про как-то желание делиться, может быть. Это не только про тебя и не только про партнера, если мы говорим про романтическую любовь. Это куда шире. И вот основная мысль, что это вообще не про обладание. Честно говоря, я боюсь тотальной нищеты. Удивительно, что этого со мной никогда не случалось, и я, в принципе, даже к этому не приближалась. То есть я из такой, обеспеченной семьи, и сейчас я сама зарабатываю, то есть с деньгами все в порядке, но вот эта история про то, что это может закончиться, и про то, что не всегда мы контролируем события своей жизни, вот это есть. И поэтому, может быть, это даже хорошо, потому что поэтому я довольно много работаю и зарабатываю. Но вот история про бедность, про ничто, она прямо есть. Опять же, не знаю, откуда это, потому что в семье все было окей, даже в прошлых поколениях. То есть какая-то вот межпоколенная история, которая передавалась из уст в уста, этого нет. Поэтому я не знаю, честно, откуда это у меня. Но это огромная мотивация для того, чтобы работать и зарабатывать. Я думаю, что таких разочарований не было. Либо я просто человек, который отпускает какие-то неприятные штуки, потому что жизнь, она одна, и если бесконечно тащить за собой все разочарования, они так или иначе есть, то есть мир не сахарный, мир такой, какой есть, с нами случается все что угодно, и мне были довольно сложные, так скажем, потери в жизни, но нужно как-то это отпускать и как-то двигаться дальше. В конце концов, единственное, что нам доступно, это настоящий момент.
потому что прошлое прошло, его уже не вернуть. Что будет в будущем, мы, опять же, не знаем, а настоящий момент доступен. И, на мой взгляд, лучше не грузить его тем, что было и уже прошло. Я думаю, что я слаба в том, что до сих пор много жду от других людей. То есть, обладая вот всем набором знаний по психологии, какими-то еще знаниями, мне до сих пор непонятно, вот, допустим, мы назначили встречу с человеком, он не явился. Ну вот как так? Как это возможно? И на самом деле, чем меньше ожиданий, тем меньше разочарований. И вот если говорить, над чем я хотела бы поработать, наверное, снизить ожидания от других людей. То есть люди — это просто люди, они глобально ничего тебе не должны, и просто не возлагай на них слишком большие надежды, и не будешь разочарован. Поэтому слабость, вот, наверное, в высоких требованиях, может быть, к другим людям и высоких ожиданиях, но к себе требования столь же высоки. Я мечтаю, чтобы в школах психология преподавалась, начиная с младших классов. Причем не в том формате, что откуда эта наука берет истоки, кто вот у ее истоков стоит, а именно в прикладном формате. То есть как распознавать свои эмоции, что такое личные границы, как понять, что ты сейчас чувствуешь и как с этим справиться. На мой взгляд, если бы вместо других, может быть, не столь прикладных вещей вот, внедрить некоторые часы по психологии прямо вот с младшей школы, на самом деле дети, они, на мой взгляд, уже готовы к разговорам об этом, и когда родители, может быть, задумываются о том, что пора поговорить с ребенком про эти истории, уже поздно. И поэтому вот мечта, чтобы дети проходили психологическую подготовку уже в школе. Это очень здорово бы сказалось на обществе, и было бы, естественно, меньше проблем у каждого человека. Может быть, уникальность в том, что я хорошо контролирую проявление эмоций. То есть, что мои эмоции, они ни за что не коснутся других людей. Ну, я имею в виду какие-то чрезмерные или негативные. Это не касается людей. В любом случае, конечно, если ситуация возникает, я это обсуждаю, но без чрезмерного вот какого-то выплеска эмоций. Поэтому уникальность, скорее всего, в том, что вот все спокойно, все структурировано, я держу себя в руках, и я не делаю для этого больших усилий. То есть это как-то нативно, естественно, и вот, видимо, просто такая у меня личность. Вот не так давно я пришла к тому пониманию, что каждый день — это не данность, а это подарок. Это на самом деле подарок, потому что его могло бы не быть, или он мог бы быть не столь хорош, и то, что ты уже проснулся, потянулся и видишь, так скажем, мир за окном, это уже круто. Это уже здорово, и это уже есть настоящий подарочек. И повторюсь, чтобы прийти к этим мыслям, то есть это не сразу так было, просто как-то вот проживая жизнь, получая опыт, понимаешь, что каждый день это подарок. Это подарок. И поэтому счастье для меня — это вот не какие-то острые эмоциональные моменты или вот что-то особенное должно произойти, а в принципе то, что ты дышишь, ходишь, ты живой, ты уже, в принципе, счастлив. То есть это данность, и если случаются какие-то сложности, какие-то, может быть, не очень приятные моменты, это еще один шанс почувствовать себя счастливым и живым. Потому что с живым человеком происходят всякие разные вещи. Поэтому вот такая концепция счастья. Любовь к себе и удовлетворенность своей жизнью хотя бы по большей части. Потому что я всегда говорю, что единственный человек, который навсегда с нами в любых ситуациях, в любых передрягах, это мы и есть. То есть дети, они вырастут и выпорхнут из гнезда, а родители рано или поздно уйдут. Партнер, супруг — это может быть временная история, как, так скажем, с вашей стороны, так и со стороны супруга. И поэтому единственный человек, который стопроцентная поддержка, опора, который
который навсегда с вами останется, это вы. Я работаю на себя, я психолог, у меня частная практика. Сейчас работаю только онлайн. Это связано, с одной стороны, с ситуацией в мире, с пандемией, но, с другой стороны, это в любом случае очень удобно по разным причинам, поэтому у меня частная онлайн-практика. Через 5 лет я вижу себя, в принципе, собой. У меня нет какого-то такого идеала, к которому нужно прийти и которому нужно соответствовать. В принципе, я себя люблю, и меня в целом в себе все устраивает. Через 5 лет наверняка я как-то повышу свои профессиональные навыки, и уже по-другому, может быть, у меня будет организованная деятельность. Сейчас про это говорить рано. Но, в принципе, я вижу себя собой и не думаю, что нужно как-то сильно меняться. И еще у меня есть идея о том, что единственный человек, с которым нужно себя сравнивать, это ты же, но вчера. То есть сравнивать только со своими результатами, ни в коем случае не с чем-то другим, потому что все люди разные, у всех свой бэкграунд, и это просто неравноценное сравнение. Поэтому мне бы хотелось быть собой, просто, может быть, немножко с другим опытом, но это так или иначе происходит естественным образом. Дорогая Маргарита, в будущем я желаю тебе делать то, что ты делаешь, и не сомневаться в себе, потому что у каждого свой путь, который никем не занят.